примерно год назад мы с Ильей ездили в Нижний Новгород. Мы не знали, что нас ждет, мы понятия не имели, что такое франшиза. Мы просто взяли визитки и поехали в Нижний Новгород. В итоге мы вернулись с контрактом. Прошел год, у нас по франшизе работает уже 3 города, и мы едем в город Санкт-Петербург. Это наш 4-й партнер. Просто делайте, не надо что-то ждать, там, что-то к чему-то готовиться. Там. Просто взяли билет, взяли паспорт, взяли рубашку сменную, носки и бритву, и садитесь в поезд, ну либо в самолет. Все. Сегодня, кстати, едем на ГТРК, так что в 19:00 смотрите в прямом эфире. Серега у нас, смотрите, на ГТРК поехал. Ребят, мы в Москве. Вот, так я обещал рассказать некий лайфхак. В общем, если вы хотите доехать до Питера, не обязательно лететь на самолете. Вы можете взять из Самары в Москву скоростной поезд, то есть вы вечером садитесь, утром вы здесь. И потом на Сапсане из Москвы за 3 часа, ну там 3,5, по-моему, доехать до Питера. Короче, в обед мы уже будем там. Вчера в 8 мы выехали из Самары, сегодня в час мы будем уже в Питере. Как вам там, не холодно, а? А нам холодно, но мы идем дальше. Вот она, Москва, вот она. Люди идут на работу. Тут у нас есть KFC, есть Эль Патио, Фрайдис и Коста Кофе. Куда нам сходить? Мы не знаем, куда сходить, мы убираем помощь зала. Я сейчас в блоге спрошу, сделаю опрос, подписчики нам скажут. Итак, помощь зала сработала, подписчики говорят сходить нам во Фрайдис. Идем во Фрайдис. Рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Егор спрашивает, что такое стратегическое планирование, да, и как вообще планировать? Я скажу так, все зависит от вашей конкретной глобальной цели. Вот какая у вас глобальная, самая главная цель, мечта, да, соответственно, это, можно сказать, ваша стратегия. А тактика – это то, какими способами вы доберетесь до этой цели. Поэтому можно называть стратегическое планирование, можно называть просто планирование. Сам факт, вот ваша глобальная какая-то цель, вот ваш прям вот то, к чему вы стремитесь, да, рисуйте под цели, то есть такие маленькие шаги, которые вы будете делать на пути к этой глобальной цели. Но это, по сути, есть стратегическое планирование. Его можно разбить на года, на месяца, на недели, на дни, вот так. Если говорить более конкретно, вот вы ставите какой-то финансовый план, ну, например, там сделать оборот 1 миллиард за год, да, это же финансовый план, финансовый. Как к нему прийти, вы должны уже заложить, чтобы был оборот 1 миллиард, нужно потратить столько-то денег на рекламу, там, столько-то денег на персонал, столько-то денег на какие-то сопутствующие расходы. Но сколько, я вам не скажу, потому что в каждом бизнесе это по-разному. Вы должны знать нишу, в которую вы идете. Если вы не знаете, то лучше не ходите туда. Как помните песенка, не ходите, дети, в Африку гулять, потому что опасно. Надо знать, куда вы идете и что там. На какой машине вы ездили, когда зарождался ваш бизнес? И какую вы купили потом после этой? У меня первая машина была АК. Не, это когда вот зарождался бизнес, в 19 лет зарождался мой первый бизнес, я торговал дисками. Конечно, я же их покупал на оптовой базе, загружал в багажник. У меня был стол такой деревянный, типа, знаешь, как шахматная доска такой. Я тоже его сам загружал, катался на летней резине, меня мотало по дороге, мы с Михалычем ездили. Это было очень прикольно. Это была моя первая машина. Вторая какая была? Отвечаю, 99-я. Зеленая, как алтоновская. Ну что, ладно, погнали.
Стандартно по нашей схеме мы помогаем искать производителя нашему партнеру, так как пока своих заводов у нас нету в этих городах. Тут, наверное, слово принципиально пока. Вот. И мы, соответственно, обязаны по договору найти нормального производителя. То есть мы договариваемся о цене, мы договариваемся о сроках поставки, ну, о каких-то, может быть, бонусах, фишках, которые мы знаем, как очень опытные окончики. Скажи мне, вот это, который мы бюджет с тобой на нижней считали, на 200 тысяч, сколько лидов мы получим? Мы пришли куда-нибудь? Вот так, ребят, проходит у нас совещание на ходу, в машине. Короче, как обычно, такая скорость у нас нереально. Как вы помните, друзья, мне очень нравятся промзоны, производства. Так что вот она моя любимая тема, только в Питере теперь. Кстати, ничем не отличается от самарских, так скажем, производственных пейзажей, все то же самое. Пойдем искать производителя в Италию. Виталий, мы тебе найдем самого лучшего. Вот ты видишь. Ребята, в общем, мы приехали на первое производство. Питер что-то вообще не впечатляется. Видно, что ребята могут делать объемы, но не вот прям огромные. Это раз, цех холодный, это два. Ну не знаю, мне не очень, кстати, нравится. Я уже вижу, какая здесь будет работа. Такая, знаете, ну она на корпоративу пойдет, да, но не для частников. В каком производстве? Почему вот это производство было отобрано? Я ничего не понял. Ну, да. Также мы все у них узнавали, по чек-листу, когда звонили. Все типа есть, это есть, это есть. То есть, получается, она по телефону одно сказала, Может, это да, не она есть, с нами общалась? Ну, да, нет, она общалась, да. Вот эти все списки, вот мы выбирали. Ну а пока мы гуляем по Питеру, пока мы открываем офис в этом замечательном, красивом городе, вот в этот самый момент в Самаре проходит обучение для наших топ-менеджеров. Слушай, ну красавчик вообще, да? Просто огонь. Здоровый образ жизни. Побежали? Смотрите, друзья, какая красота. Тут просто полно иностранцев, вот куда они просто везде, они везде. Китайцы, французы, итальянцы, американцы или англичане, не знаю. Вот опять он опять. Он нас, сними его, он нас преследует, Саша. Он нас преследует, это знак. Нам нужно срочно начать заниматься спортом. Раз, два, три. Ульяновск, Сызрань, Екатеринбург, Самара. Блин, я 10 лет этими окнами занимался. Ты чё? Да. Артем, вот смотри, вчера мы ездили с Александром, и он занимался окнами 13 лет. И после этого открыл бизнес по морепродуктам. И сегодня с тобой познакомились. Питер — город окончиков. Это как вообще так? Да, в Самаре производство было окон, открывали производство свое. Да, там еще в то время, когда окна СОК были, мы открыли, да, естественно, начали с нуля. Вообще с нулев абсолютно. То есть, грубо, там сами делали в этом производстве воздушную систему, грубо говоря, запитать станки, чтобы вот это все дело. Ну а потом, чтобы это все работало нормально, надо расширяться. Там паяльник-то дышал, который спаивает все. Но он работал. Ну и по итогу... Разбежались, короче, друзья. Да, разбежались. Просто кто-то хочет кайфовать. Деньги появились. Ну, естественно, деньги появились, да, пошел отдыхать. Где-то сроки горят. Вот это вся ерунда. Мы его 3 раза запускали, это производство. 3 раза. 3 раза разбегались, 3 раза его поднимали. А здесь куда-то залезть, что-то устроиться, грубо говоря, это надо в струю войти, либо знакомые связи.
ну, либо быть просто гением каким-то. Вот серый дом, здесь Шнуров живет. Вот в этом сером доме с левой стороны. Ребята, в общем, мы сейчас находимся в ресторане «Терраса» на улице Казанская. И здесь такой красивый вид, и где-то здесь рядышком офис ВКонтакте. Это Александр, человек, которого вы обычно не видите. Привет всем, друзья. Как тебе в Питере, Саша? В Питере минус 20, дубак, не страшно. Доехали очень быстро на Сапсане. Расскажи, как ты карточку забыл дома? Забыл карточку дома, на самом деле. Перед тем, как я начал собираться, в доме вырубили свет, произошла авария, и я прям в торопях включил фонарик на телефоне, начал собирать вещи, но, видимо, да, как-то я реально забыл. Саня, ты в курсе, что ты по жизни опаздываешь? Я люблю острые вопросы задавать. Это временно. Ты просто творческий человек, скажи. Такой период, я уверен, это временно. Давай опять. Да. Я работал оператором. New artists that you have found. A MoBJ, no out of bounds. Dreams they blasting off the ground. It is like a rocket. You ain't gonna stop it. Fake friends told me with this rap I better knock it. But the real tell me that those words are just some nonsense. And I'll take my chances cause I don't like other options. Yeah, I got some knowledge. I could go to college or I could count money with a tiger at a cottage. I'm punching any hater that be whining. Knock 'em out like Tyson. С Димой мы начинали снимать влог, это с 1 по 9. С 1 по 9 серию. Вот Дмитрий. Ребят, Дима сейчас работает в компании Додо Пиццы, занимается маркетингом. Вот, Диман, вот расскажи, вот интересно, а какие приемы по удержанию клиентов? Не по поиску новых, а по удержанию уже существующих. Первое, наверное, что удерживает клиента, это искренний сервис и качественный продукт. Вот, наверное, даже качественный продукт и искренний сервис, потому что если продукт хромает, да, если само ядро оно неполноценное, да, то клиент уже выбирает других. Это первое. Второе, искренний сервис. Это, например, в компании Додо Пиццы это именно то, что отличает от других, да, потому что рынок очень большой, очень широкий, и искреннего сервиса здесь мало, да, ну то есть полного подхода от покупки, да, до полноценного там ведения, да, клиента, когда человек удерживается. То есть как удержать? Делать классный продукт, постоянно вести клиента, то есть, ну, например, он сделал покупку, нельзя его терять, да? У нас есть информационная система Додоис, где отображается полностью процесс там заказа, то есть можно увидеть, что человек заказывал, куда, с какой пиццерии, кто это готовил и так далее. Вот. И это же позволяет, да, делать, например, один из инструментов Viber рассылку, да, то есть мы, например, клиенту видим, что он 2-3 недели не покупал, он уже считается таким немного спящим, да, то есть он не постоянно. Постоянно заказывает раз в неделю, это минимум. Все инструменты делают так, чтобы вот была вот такая ценность и вот такая вот маленькая цена. И благодаря этому клиент понимает, да, что нужно оставаться в этой компании. Вот. Опять же, если продукта хорошего нет, то все, любой маркетинг, любой сервис, удержание, возвращение клиентов, оно приводится к нулю. Вот. Поэтому во главе угла, да, мы ставим как бы команду, которая делает классный продукт. Вот. А также в команду входит и искренний сервис. Почему именно искренний? Да? То есть вот это слово, оно здесь ключевое, вот, потому что у нас, например, там кассиры, менеджеры, они реально искренне рады, что человек пришел, и это показывает, да, то есть это вот видно сразу. Как этого добиться? Ну вот как, ты тут придешь, скажешь кассирам, вы искренне улыбаетесь. Да, ты ушел, они такие, блин, что он здесь парит? Какой нахрен сервис? Как этого добиться? Инструментарий какой? Правильное обучение кассиров, да, то есть у нас есть чек-листы, по которому кассир обучается, и он говорит, например, ну, правильные слова, да, правильно допродает. У нас есть большая система обучения, человек повышается там от стажера до кандидата в кассиры, потом в кассиры, потом уходит на кухню и становится менеджером. Вот, и когда он проходит по цепочке обучения, вот, он знает, что говорить, он знает, как говорить, что предложить клиенту, если он не знает, что выбрать. Правильное обучение кассиров и вообще персонала и менеджмента тоже дает понимание нашему клиенту, нашему гостю о том, что реально его классно обслужат и будет искренний сервис. Вопрос, вот если мы обучаем кассира, предположим, и, ну, ты говоришь, что он потом идет менеджером, да? А если не хочет идти менеджером, то он кассир идеально. Он не говорит, я не хочу расти, может такое быть? Такое бывает, но, как правило, люди хотят расти в компании, хотят брать больше ответственности на себя. Если не хотят, но они классные кассиры. У нас есть варианты, например, такой, что человек становится инструктором кассиров, и это
грубо говоря, это человек, который обучает полностью кассиров. То есть ему доверяют там 10 стажеров, и он их ведет, с ними постоянно работает, он за них ответственен. Как правило, не уходит, когда дает четкое понимание, как он может расти, да, потому что все хотят занимать более там высокооплачиваемые должности, да, расти в ответственности, расти как личность тоже. Вот. И поэтому большинство людей, конечно, у нас повышаются. Есть определенный даже есть комната персонала, в котором описано по этапам, как человек может расти, да, что через 3 месяца там, он может сдать на такую-то категорию, на такую-то там должность. Да. У нас стажер обязан через неделю сдать на там, кандидата, например, в пиццемейкер. Да, то есть мы его принуждаем обучаться, потому что он должен обучать, нарабатывать свой скилл, делать все лучше там, свой продукт, который он делает, вот, и повышаться далее до пиццемейкера, а далее уже и до менеджера. Менеджер отвечает за всю смену в целом, это очень большая и ответственная работа. От менеджера растут к управляющим. У нас просто средний возраст сотрудника это 21-23 года, вот, это поколение Z, да, которому важно понимать, как человек будет расти. То есть, если у него есть четкая схема, по которой он знает, к чему он придет, работая в компании, то он замотивирован, он знает, куда он идет, и у него нет вопроса, а что будет дальше, когда я повышусь, и у него есть четкий срок. Ну, например, из тестов, да, там, это нужно сдать пиццу там за определенный срок, принимает эту аттестацию у нас менеджеры, да, то есть тоже рангом выше сотрудники. Есть четкая схема, как он может расти, и это, наверное, позволяет нам тоже как-то автоматизированно, да, людям объяснять, как они могут повышаться. Потому что, когда в штате более 100 сотрудников, разговаривать с каждым о том, как он может повыситься, это очень долго. Мы ему рассказываем на старте, а потом у него всегда есть лист, да, в персональной комнате, по которому он каждый день на него смотрит и видит, как он может расти, и что ему надо сделать, чтобы расти. Согласись, да, то есть мы сейчас плавно в персонал ушли. Начали с продвижения, закончили персоналом, потому что без качественного, обученного персонала продвижение невозможно. Да, Дим? Да, качественный и обученный персонал дает продукт, а с продуктом, с хорошим, может произойти все что угодно. Накладывая туда маркетинг, он умножается в несколько там десятков раз. Например, у нас пиццерия в Санкт-Петербурге, здесь на Косыгино, в Красногвардейском районе. На старте делали какой-то маркетинг, далее прошло несколько месяцев, маркетинговые активности снизились там практически до нуля, но за счет хорошего продукта пиццерия сама росла органически. Это только когда качественный продукт. Если продукт плохой, люди попробовали пиццу, невкусно, все. Когда рынок очень большой, общественное питание, человек легко уходит к другим, очень легко. Вот. И цена ошибки высока, и, соответственно, ответственность большая. То есть даже малейшая там пицца, она, вот, как правило, кривая, там, косая пицца может стоить 3500 в год, да, там, от 3500 в год. Вот, то есть, и мы тоже говорим сотрудникам о том, что там каждая пицца, каждое там, то, что он делает, это все влияет на деньги очень сильно. Поэтому классный бизнес-кейс, на самом деле. Ребят, правда, очень ценно, да? Если вы будете прокачивать свой маркетинг, но у вас будет никакой продукт, да, Дим, то боюсь, что ваш маркетинг пойдет в трубу. Да, вот так вот за столом с чайком в охоточку мы вам раскрываем секреты любого успешного бизнеса.